деньги, документы, ключи сотовый. Есть. Алло, что-то я, похоже, опаздываю немножко. Смотрите, какие смешные штуки в кузове. Тут поворачивает налево, а мы его обгоним справа. Да, тут левостороннее движение. Ну так вот, сегодня я немножко опаздываю на съемку, поэтому будет небольшое превышение все время. Ну ладно, давайте как местные. Мы такие, давайте как будто я тоже местный. Они такие хренак. Вот так вот они такие, хоп-хоп. И всех объехали. Вот смотрите, вот так вот они делают. Но так делать нельзя. Но так делать нельзя. Потому что культура должна быть вождения. Понимаете? Вот, чтобы не умереть на дороге. Сейчас, секундочку. А то я... Чтобы не умереть на дороге, нужно... Посмотрели, налево никого нет. Левостороннее движение. Ага. Да. Ох, тяжело тут жить, конечно. Ничего не скажешь. Купил вчера крем за 415 бат. Что ж так долго? Европейцев тут называют фарангами. Это северная часть Пхукета. Ближе к аэропорту. Скорую помощь надо отыскать. Так, вот такая смешная повозка, загруженная всем подряд. Это традиционный тайский транспорт. Это и торговая точка, и личный транспорт, и все в одном. Так, нас обгоняет, мы тоже. Так, вот девушка правильно едет. Здесь есть целая отдельная полоса для мотоциклов, которую почему-то у нас без поворотника занял ЦИК. Что ты хочешь, человек? Ну что ж. Перестраиваемся аккуратнее от него подальше. Но этот человек показывает поворотник, я не могу его не пропустить. Как я могу отказать? Не могу. Что ж, у меня мотоцикл. Я попробую воспользоваться своим преимуществом. Едем аккуратно, никого не убиваем. Эти люди хотят, но это не хотят. Нет, не хотят. Потому что без поворотника непонятно, что они хотят. Вообще-то так делать не рекомендуется. Езда в междурядье, она в правилах регламентирована плохо, как бы не приветствуется, но езда на мотоцикле предусматривает езду междурядье, как ты бы, что бы ты ни говорил, каким бы ты сторонником или противником не был. Так, человек опять без поворотника что-то делает. Ага, вот потому что видно, что он хочет налево. Ну ладно, ну во всяком случае попросил. Так, едем дальше. Что мы делаем? Я хочу от него... Так, это еще один без поворотника. Милиция, обратите внимание. Милиция здесь выглядит вот так. Так, мы хотим как-то быстрее всех обогнать. Там тесновато. Придется перестраиваться. Нет, хочу налево. Аккуратненько всех пропускаем, никому не мешаем. И уходим еще левее. Вот такая вот логика. Может быть, кому-то это будет интересно. А вдруг это будет интересно? Ну, давайте сделаем как вот этот. Не очень, конечно, культурно. Но мы сделаем это очень медленно, очень аккуратно. Всех предупредив, никому не помешав. Он хочет налево. Смотрите, давно и заранее показывает поворот. Но ведь всем хорошо. Вот он едет, все знают, что он хочет налево. Я могу спланировать свою поездочку, обогнать его заранее. Приятный человек, сразу видно. Попробую я вот здесь его. Так, хоп-хоп. Тут у нас есть еще целая... Люки мы объезжаем, на люки мы не наезжаем. Вот смотрите, как будто тесновато. Можно, но справа вот такой здоровый, слева. Вот если он надумает меня приезжать, я же ничего не сделаю. Поэтому что? Туда я не еду. Вот сейчас немножко опасно, потому что я еду... Несмотря на... Ну вот опять, смотрите, что вот это такое? Наверное, он хочет... Что-то хочет.
кто не знает, что он плохой. Я еду по правой колее, не самой левой, а что самое левое, это неудобно. У вас нет места для маневра. Если вы едете в самом левом, вот вы едете в самом левом. И у вас какие-то кочки, вы не понимаете, если вас выедет, у вас плохая обзорность, он какой-то, вас приходится перестраиваться от каждой этой машины, но уже это же неудобно. А если вы едете чуть правее, скажем, в левой колее, вот сейчас я иду в левой колее, но второго ряда человек, мы тебя гоним вот здесь. И это значительно удобнее, потому что у вас намного лучше обзорный, больше места для перестроений. И если на вас выскочит собака из кустов, это очень важное знание для того, чтобы не умереть на дороге. То есть чисто геометрически самое безопасное место это середина дороги. Но есть нюанс. Во-первых, середина дороги это что такое? Вот середина дороги. И это плохое место, чтобы ехать. Вас тут плохо видно в зеркалах. И в случае маневра вам нужно делать больше движений. Ну, в общем, в колее нужно ехать. Вот смотрите, сделал некультурно. Здесь я встал за. Я встал впереди. Нехорошо. Нехорошо. Напишите, что я не прав. А я вам оставлю лайк. Дел. Смотрите, какие тут смешные. К слову сказать, скутеры намного практичнее, чем мотоциклы. Даже вот смотрите, это Honda PCX. И у меня Yamaha NMAX. И вот у меня впереди нету места, чтобы поставить сумку, но это неудобно. А на маленьких скутерах есть. И на больших мотоциклах тоже нету. А на маленьких скутерах есть. Обратите внимание, пешеход. Я его не видел. Но я увидел, что справа машина тормозит. И я увидел пешеходный переход. И я уже был в таких ситуациях. Значит, скорее всего, кто-то перебегал дорогу. Так получилось. Выскакивая за машиной, которая останавливается, можно... Еще лучше не превышать. Когда не будет таких ситуаций, да, он придется что-то предугадывать. Вот, кстати, это уже не трасса. На трассе плоховато быть крайне левой. Выглядит вполне нормально. Показываем поворот. Опасность езды в междурядье еще одна. То, что на тебя выскочит такой же любитель езды из-за очередной машины. Не понимаю людей, которые топят во всю дурную силу в междурядье. Одно неловкое движение, и ты труп. Какую смешную штуковину он везет. Что это могло быть? Это куст. Нет, это вентилятор. Это вентилятор. А что мы так мучимся? Так, человек, хорошо. Человек хочет проехать, окей. Глупая ситуация. Так, аккуратненько, аккуратненько. Ямочки. Лучше ехать со всеми вместе. С одной стороны, по крайней мере, вас всей толпой могут пропустить. Если вы едете со всех сторон, куда деваться машину? Налево или направо? Вот вы с двух сторон ее объезжаете. Понятно. Я вот слева. Рассосалось само собой, смотрите-ка. Как и все проблемы в этой жизни.